Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать на новый ролик. Сегодня у меня ролик необычный. В таком похожем формате у меня уже когда-то выходили ролики, но чего-то прям конкретно такого, что я пытаюсь сделать сейчас, не было. Как вы прочитали по названию ролика, сегодня я разбираю полную дискографию артиста, и этот артист Бон Ивер. Что я хочу добиться этим роликом? Во-первых, я хочу немножко рассказать о том, с чего началась его карьера, что вообще происходило, и дальше перейти к небольшим рецензиям на абсолютно все его альбомы. Я хочу поговорить про каждый, выставить ему оценку и в целом подвести какой-то некий свой итог. Я знаю, что выбор Бон Ивера, наверное, не самый типичный, недалеко не самый популярный, но мне все равно, потому что для меня Бон Ивер является одним из моих самых любимых артистов, который настолько на каком-то подкожном уровне, знаете, впитан просто в меня, что этим роликом я, по сути, просто хочу отдать ему вот эту, знаете, дань уважения, поговорить о его музыке, потому что я уверен, что вы все плюс-минус знаете о существовании такого артиста, но, возможно, вы не слушали его музыкальный каталог. И из того, что я вам расскажу, я надеюсь, что для кого-то это послужит толчком включить что-то из его материала, о котором я буду рассказывать, и, возможно, вас что-то зацепит, и вы захотите послушать. А если вы знакомы с его творчеством, то просто, знаете, окунитесь вместе со мной в мои какие-то эмоции, воспоминания, в целом его историю. Думаю, что должно получиться весьма неплохо. Потому что, конечно, я думаю, что очень многие знают его по сотрудничествам с Тейлор Свифт, с Канье Уэстом, со многими другими артистами. Тут хочется окунуться конкретно в его сольную дискографию, как Бон Ивера, уже под этим псевдонимом с этой группой. Но с чего-то же все начиналось, а начиналось все в 1981 году в Висконсине, где рождается Джастин де Ярмонт Эдисон Вернон. Ничего выдающегося, обычная семья, обычная школа, ничего особо интересного вокруг, но, знаете, какая-то тяга к музыке, к искусству все-таки присутствует. И в 16 лет, как любой уважающий себя начинающий музыкант, Джастин Вернон собирает первую группу, которую довольно скромно называет Mount Vernon. Поиграв немного с друзьями, он уезжает в университет, все тоже недалеко от дома, в родной Вирджинии, изучает религию и woman study. Я даже не знаю, как это правильно по-русски, то есть изучение женщин. Довольно интересное сочетание. Но навязчивая идея музыки у него никогда не пропадала, и в 2001 году он выпускает сольник Home Is под именем Джей Ди Вернон. А спустя еще пару лет пробует себя с другим сольным альбомом под названием Self Record, и за ним следует еще один альбом Hazelton. Всю музыку делали своими силами, записывались в студии, делали личные заказы на печать 100-500 дисков, сами это все сводили. Особо про его семью ничего не известно, но понятно, что деньги на это, значит, были. В качестве бэк-вокалистов на музыке выступают то его сестра, то его девушка Эмма, запомните это имя. И пока он пробует и играется сольно, в это время также существует группа, которую он сколотил еще в 2001 году под названием The Yarmouth Edison. И наигравшись с ребятами в Висконсине, группа переезжает в Южную Каролину, где в целом довольно неплохо выступает, собирает бары, клубы, публикуется на MySpace, и, в общем-то, дела идут более-менее неплохо на таком местечковом уровне города. И примерно так он проводит несколько лет своей жизни, при этом доучившись в университете, но в 2006 году наступает кризис. Джастин расстается со своей девушкой Эммой, уходит из группы и уезжает домой обратно в Висконсин. На улице зима, Джастин живет в хижине, лесном доме своего отца, наверное, это называется кабина, правильно по-английски, борется с мононуклеозным гепатитом, из-за этого он прикован к постели, где он целыми днями смотрит сериал «Северная экспозиция». В этом сериале герои, живущие на Аляске, довольно часто желали друг другу счастливого пути на французском языке, что, простите за мое произношение, но по-французски «счастливого пути» звучит как «bon hiver». И вот все его переживания, боль,
потери последних лет начали абсолютно незапланированно складываться в новый музыкальный материал. С собой в кабину он привез буквально какой-то минимальный набор звукозаписывающего оборудования. Если ему чего-то не хватало, каких-то звуков или инструментов, он буквально начинал использовать какие-то подручные средства, потому что вдохновение поперло. И вот примерно так Джастин Вернон, взяв себе псевдоним Бон Ивер, убрав букву H из того самого французского названия, точнее слогана «Счастливого пути», он создает свою первую взрослую полноценную пластинку. Изначально она записывается исключительно как демка для того, чтобы раздать лейблам, но друзья Джастина, послушав материал, утверждают ему, что это просто пушка и хит, и поэтому Джастин вкладывается сам в производство 500 CD-дисков. Часть этих дисков продается на выступлениях в клубах, где работал Джастин, а 17 штук высылаются в различные музыкальные издания и музыкальные блоги. И, к удивлению, на высланный альбом довольно быстро реагирует довольно популярный на тот момент блог My All Kentucky Blog, который пишет про музыку Джастина, его первый альбом, и дает ему пусть и небольшой, но вполне ощутимый музыкальный толчок. Но вот в октябре 2007 года случается, пожалуй, самый такой поворотный и важный момент в будущей карьере Джастина Вернона, а.к.а. Бон Ивера, потому что одна из 17 копий CD-диска была отправлена в редакцию довольно известного, влиятельного и буквально культового музыкального издания, которое неожиданно берет и публикует рецензию на данный альбом с оценкой 8.1 из 10. Это издание называется Pitchfork. А с этого момента все буквально пошло снежным комом. Фестивали, предложение контрактов, мировой релиз альбома. Так весь мир знакомится с дебютной пластинкой Bon Iver Forever, Forever Ago. Там всего 9 песен, альбом длится 37 минут, а воспринимается как целая жизнь. Этот альбом, он с такой музыкальной, хирургической точностью описывает лично для меня 3 слова. Это изоляция, одиночество и аутентичность. Поэтизм Вернона, он настолько глубок, что напоминает буквально оголенный нерв, на который больно даже смотреть. При этом он настолько элегантный и достойный, что даже, допустим, песня For Emma, которая посвящена его бывшей, собственно, из-за которой случился весь там нервный срыв, все переживания, вся боль, он своим звучанием не вгоняет тебя в какую-то вселенскую тоску, а наоборот, как будто приподнимает тебя над всей ситуацией, над всей этой болью и отправляет рефлексировать в абсолютном спокойствии и гармонии. В целом, наверное, это можно сказать про весь альбом. Он наполнен настолько красивыми метафорами, настолько он легко собран, красиво звучит. Он настолько умно и правильно доносит до тебя какие-то очень понятные каждому человеку глубокие чувства, что в нем хочется, вы знаете, просто раствориться, абсолютно забыться и плыть вместе с ним по течению. Для меня лично главный хайлайт этого альбома — это композиция Flume, Skinny Love, For Emma и Re-Stacks. Но если честно, я вам не советую эти песни, потому что этот альбом нужно слушать целиком, воспринимать его как единое целое и действительно просто вот полностью в него погружаться. И еще одна причина, почему я надеюсь, что вы обратите на него внимание и действительно послушаете от начала до конца, уделите ему должное количество времени и своих каких-то эмоций, это потому, что касаемо оценки, я хочу объявить, что альбом Forever, Forever Ago от Bon Iver становится 11-м альбомом в истории моих рецензий, моего канала и всех моих оцениваний с оценкой 10.0 из 10. Если это не послужит вам поводом послушать данный альбом, то я просто не знаю что. Альбом Forever становится успехом, особенно после выхода на международный рынок. В 2009 году его зовут написать песню для саундтрека «Сумерек. Новолуние», где он работает с Сент-Винсент и создает песню «Russell», которая, можете посмотреть мой обзор на саундтрек «Новолуние», является одной из моих самых любимых песен, и просто заполучить ее на виниле — это была моей самой большой мечтой всегда. Причем настолько мечтой, что я не выдержал и сам заказал, сделал дизайн, сделал себе винил с этой песней. Поэтому я теперь могу, с одной стороны, наслаждаться, собственно, композицией
Russell, а с другой стороны у меня песня Possibility, тоже из «Новолуния». После этого Бон Ивера замечает еще один важный культовый продюсер и создатель музыки — это Канье Уэст, который зовет его в 2009 году работать над его эпохальной работой My Beautiful Dark Twisted Fantasy. И мало того, что Джастин Вернон записывает бэк-вокал и в целом помогает Канье с созданием альбома, Канье также, по сути, посвящает ему чуть ли не целую песню, потому что он целиком берет сэмпл Бон Ивера с песни Woods с его эпишки Blood Bank и переделывает в композицию Lost in the World. Что касаемо эпишки Blood Bank, в целом тоже советую вам ее послушать. Это такое некое экспериментальное немножко творчество Бон Ивера. Касаемо оценки я эпишки ставлю 8.2 из 10. Это, знаете, больше такое на послушать пару раз и просто понять музыкальный разум артиста. Но, несмотря на свалившуюся славу, работу продюсеров, множество выступлений, в 2011 году он возвращается со своим софтмором, это альбомом под названием Бон Ивер. 10 песен, снова всего лишь 39 минут. По сути, это продолжение дебютника Forever Ago, но не такое, каким его можно было ожидать, потому что музыкально это абсолютно новый эксперимент. Вернон закончил пластинку полностью сам, уже на собственной студии, по собственным правилам, со всем оборудованием, которым он хотел, но после этого он сделал очень интересную, важную вещь, и, собственно, что тоже показывает его подход к материалу. Закончив альбом, он пригласил к себе на студию различных именитых продюсеров для того, чтобы они послушали его материал, и каждый внес в него что-то свое, что-то новое, со своего пункта зрения, видения, со своего какого-то мастерства и опыта, за счет чего в альбом вносили новые смыслы, звучания и какие-то интересные повороты. Из-за этого музыка стала намного более многослойной и разнообразной, потому что каждая песня — это какой-то абсолютно свой жанр, своя история и свое место, к чему, собственно, приводит название каждой из песен на этом альбоме. И, по сути, все, что их связывает, это устойчивая глубина, эмоциональность и зрелость пера Вернона. Открывшиеся новые возможности позволили ему прыгнуть выше и попробовать что-то новое, и он этой возможностью воспользовался на все 100, как именно, знаете, настоящий трушный артист, которому интересно создавать. Касаемо песен, для меня абсолютно лучшими тут являются Перт, Towards, Holocene, Minnesota, Best Rest и Wash. И касаемо оценки этого альбома, я ему ставлю 9.2 из 10. Альбом становится абсолютным успехом, песня Holocene вирусится в сети и вообще везде, где можно. Бон Ивер получает 4 номинации на Грэмми, забирает лучшего нового артиста, обойдя очень многих известных попсовых исполнителей, получает абсолютный восторг от музыкальных критиков, забирает лучший альтернативный альбом на Грэмми, все абсолютно на мази. Казалось бы, можно работать дальше, но нет, как настоящий трушный артист, он делает что? Уходит на перерыв вплоть до 2016 года и только потом возвращается со своим третьим альбомом 22 A Million. Касаемо этого альбома, что можно по нему сказать самое главное, это то, что он другой. Тут фолктроника как будто выходит на новый уровень. Здесь у нас много криптических слов и названий. И это Джастин Вернон, который, по сути, впитал в себя все знания и то, что он наблюдал, работая последние 5-7 лет с великими электронщиками и рэперами. Тут очень много элементов роботов, немного хип-хопа, экспериментов со звуком, экспериментов с голосом и то, как это все подается, большая работа с сэмплами и, по сути, таким ломанием традиционной музыкальной структуры. Но за этим всем по-прежнему кроется то, чем Джастин Вернон привлекает слушателей и заставляет просто, ну вот как-то, знаете, под кожей чувствовать его творчество, это его невероятно трогательная, поэтичная глубина. Я считаю, что к этому альбому нужно подходить больше, знаете, как к произведению искусства, которое, возможно, не всегда понятное, но очень талантливое. То есть я не вижу, что много из этих песен можно там включить в какой-то, знаете, повседневный плейлист или просто поставить на фон, потому что это больше такая экспериментальная музыка, направленная на расширение границ творчества и вот какого-то, знаете, показательного момента артистизма. Лично я с этого альбома выделю композиции 22, 33, 8, 29 и которая 00000. Короче, с нулями которая. И касаемо оценки, я этому альбому ставлю 8.5
из 10. И вот в 2019 году случается финальная на данный момент работа группы, потому что, если что, Bon Iver — это группа, у него присутствуют артисты, ну, понятно, что Джастин Вернон, собственно, лицо, глава, создатель и, по сути, единственный человек, который ассоциируется с именем Bon Iver. И альбом I, я бы сказал, довольно разительно отличается от своих предшественников, потому что в этот раз Bon Iver как будто перестает бежать вперед и оглядывается на свою музыкальную историю, то, что он делал последние 15 лет. И это как будто попытка все это совместить в нечто единое и ультимативное. И в общем и целом это альбом вполне себе хороший, но в сравнении со всем остальным его творчеством я считаю, что немножко проигрывает, потому что этот альбом как будто специально не хочет тебя удивлять, но ты по старой привычке чего-то такого ждешь, потому что, опять же, если быть вовлеченным в творчество Вернона, Бон Ивера, ты всегда ожидаешь либо чего-то супер глубокого, либо чего-то супер интересного, новаторского, какого-то подхода, который может удивить даже таких прожженных продюсеров, как, допустим, Канье Уэст, который просто там сэмпл использует полноценный. А в этом альбоме как будто все складывается из уже знакомых кусочков просто в один такой довольно неплохой, интересный, приятный к прослушиванию альбом того, что уже хорошо знакомо, собственно, для самого Джастина Вернона. Я отсюда, наверное, выделю треки I Am I, Hey Ma, Naim, Salem и Shdia. А касаемо оценки, лично я ему ставлю 7.7 из 10. Это все еще альбом, который стоит послушать, но, наверное, если вы полностью оценили, вам очень понравилось все, что было у него до этого. И на этом, собственно, дискография Bon Ivera закончилась, как и мои рецензии. Чем же хочется зафиналить? Это тем, что я очень хотел сделать этот ролик, чтобы действительно, еще раз повторюсь, отдать дань уважения такому талантливому, разнообразному, многогранному, очень глубокому артисту, потому что для меня Bon Iver — это, наверное, даже не артист, а в первую очередь это музыкант, который настолько горит своим творчеством, настолько он глубоко в это все погружается, что вот лично для меня это один из моих любимых музыкантов, хотя при этом я особо никогда не погружаюсь в его жизнь, то есть мне там неинтересно, с кем он там, не знаю, встречается, женат, есть ли у него дети, о чем он говорит, но когда он выпускает какой-то материал, это для меня всегда что-то важное. Опять же, например, я безумно люблю его коллаборации с Тейлор Свифт, я считаю, что Exile, наверное, одна из 2-3 самых лучших композиций в карьере Тейлор Свифт. Мне очень нравится, когда он берет на себя какие-то продюсерские кредиты, что-то хочет и делает с другими артистами. И в целом я считаю, что из таких более-менее популярных он действительно один из самых аутентичных, интересных, талантливых артистов нашего поколения. И именно поэтому я вот этот ролик хочу ему посвятить, чтобы, возможно, кто-то из моих зрителей, да, их, может быть, немного будет на этом ролике, он будет вообще не популярный, но даже если там 1-2 человек это заставит послушать его материал, то моя работа будет сделана, этот ролик будет не напрасно, и если вот что-то конкретно подводить и советовать, то я, конечно, хочу отправить абсолютно каждого послушать его первые 2 альбома, постараться действительно даже с текстами почитать, проникнуться, или, знаете, вот просто лечь в какой-то вечер под дождь, включить в наушниках и полностью вот утонуть абсолютно в этой музыке, потому что я просто даю максимальное количество каких-то ставок и процентов, что вам понравится. Потому что его музыка действительно стоит того, и вы знаете, я очень редко что-то настолько сильно и рьяно советую, и если что-то я советую, то обычно это что-то действительно очень хорошее, а тут еще как бы и десятка случилась, ну то есть без шансов, я считаю. И, наверное, с моей стороны это все, что я хотел сказать по творчеству и пути Джастина Вернона, которого мы все, конечно, знаем как Бон Ивера. Теперь ваша очередь. Обязательно пишите в комментарии, что вы думаете. Знакомы ли вы с творчеством Бон Ивера? Нравится ли вам что-то из его творчества, любимые альбомы, если слушали, пишите любимые песни, или где-то, где он появлялся у других артистов. Если не слушали, напишите, зацепило ли вас что-то из этого. Если пойдете послушать, обязательно, пожалуйста, вернитесь под мой ролик, напишите мне комментарии, как вам, понравилось ли вам, что вы для себя отметили. Буду очень сильно ждать и готов с вами обсуждать в комментариях до бесконечности вообще эту тему, потому что
вы знаете, в Бон Ивера можно нырять просто на какие-то невероятные глубины, поэтому очень жду вашего фидбэка, и я надеюсь, что вам понравился этот ролик и чем-то был, возможно, для вас полезен. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.